Ladies and gentlemen, this is our theme song when it's sleepy time down south. Роберт Гоффен, автор одной из первых книг о джазе, в 1930 году писал: «Армстронг не просто король джаза, он душа этой музыки. Он является собою тот уровень, на который в джазовой музыке равняется все. Он единственный неоспоримый гений, которым обладает американская музыка». Если бы Мэри, 16-летней матери новорожденного Луи Армстронга, кто-нибудь сказал, что ее сын станет легендарным музыкантом, одним из самых знаменитых в мире, снимется в 50 фильмах, получит от Госдепартамента США титул посол джаза и вообще станет богатым человеком, она бы плюнула этому кому-нибудь в лицо. В трущобах Нового Орлеана, где родился Луи Армстронг, выжить было непросто. Папашка Луи испарился сразу после его рождения. Мэри бедствовала. Чтобы прокормить себя и детей, она перепробовала все. Стирала белье, искала в мусорных баках объедки поприличней, часто выходила подзаработать в кварталы красных фонарей. Иногда Луи забирала старенькая бабушка, она еще помнила рабство, но потом возвращала матери. В детстве Луи познакомился с семьей российских иммигрантов Карновски и стал работать на них, развозить уголь. Постепенно мальчик стал очень близким членом их семьи и всю жизнь держал при себе звезду Давида как память о еврейской семье Карновски, ставшей ему практически родной. Постепенно Луи прижился в этом гостеприимном доме, стал все чаще оставаться там с ночевкой. Когда он засыпал, мадам Карновски пела ему еврейские и русские колыбельные. В 13 лет Луи украл пистолет у маминого ухажера и сделал один выстрел. Рядом оказался полицейский, и за такой, казалось бы, обычный поступок для этого района ему назначили отбывание тюремного срока в колонии. На самом деле этот факт повлек за собой несколько плюсов: новая одежда и еда по графику, и игра в оркестре. В колонии была небольшая вокальная группа и оркестр под управлением Питера Дэвиса. Луи туда приняли и достаточно быстро доверили духовой инструмент с низким звучанием альтгорн. Руководитель сразу заметил талант, и вскоре Армстронг стал лучшим музыкантом в оркестре. После того, как срок закончился, упомянутая выше семья Карновски подарила Луи новый корнет. Так началась концертная деятельность и начали появляться первые деньги. Вначале он играл в составе духовых оркестров в барах и на речных пароходах, плававших по Миссисипи, в спортивных залах, на танцах и праздниках. В 1918 году Луи связал себя узами брака с Дейзи Паркер. Молодые супруги усыновили трехлетнего Кларенса, мать которого, двоюродная сестра артиста Флора, умерла после родов. Ребенок был умственно отсталым из-за травмы головы, полученной во младенчестве. Брак долго не продержался, Армстронг и Паркер развелись в 23 году. Судьба Луи изменилась, когда он встретил Джо Оливера, ведущего джазмена в Новом Орлеане. Он пригласил Армстронга вторым корнетистом в свой чикагский оркестр. Здесь Луи впервые начал играть на трубе. Оливер проявлял трогательную отеческую заботу о молодом музыканте. Луи до конца своих дней считал этого, по его выражению, великого мастера раннего джаза человеком, которому он больше, чем кому бы то ни было, обязан всеми своими профессиональными достижениями. Большое влияние оказала на него и пианистка из ансамбля Оливера Лил Хардин, получившая, в отличие от большинства джазовых музыкантов того времени, классическое музыкальное образование. Впоследствии Лил стала женой Армстронга. Забегая вперед, с Лил Хардин Луи прожил до 1931 года.
После развода в 1938 году артист женился на своей давней приятельнице Альфи Смит. Брак с третьей супругой продлился 4 года. В октябре 1942-го Луи взял в жены певицу известного ночного клуба Cotton Club Люсиль Уилсон. С ней музыкант прожил до самой смерти. У Армстронга нет родных детей, но в декабре 2012 года Шарон Престон Фольта заявила, что является дочерью Армстронга и Люсиль Престон, танцовщицы из Cotton Club. Слава женщины подтвердила письмо 1955 года, в котором Луи обратился к своему менеджеру Джо Глейзеру с просьбой выплачивать Престон и ее ребенку, которого он посчитал своим, ежемесячное пособие в размере $400. В 20-е годы Армстронг пытается организовать свою группу, но это у него получилось не сразу. Не успев собраться, группы распадались, хотя некоторые из них стали известными, как, например, «Горячая пятерка» и «Горячая семерка». Полагают, что именно Армстронг разработал особую манеру исполнения – пение скэтом. Род джазового пения, когда мелодия импровизировалась, к ней добавлялся бессмысленный набор слов, и она служила как бы своеобразным дополнительным инструментом. Глуховато-гортанный голос Армстронга-певца вызывал неоднозначную реакцию. Его сравнивали то с железными опилками, то с растительным маслом на наждачной бумаге, то с грохочущей коробкой передач автомобиля, полной арахисового масла. Но главное у Армстронга было иное – ярко-эмоциональная манера исполнения, сопровождаемая белоснежной улыбкой. Ударник Кайзер Маршалл рассказывает, что Армстронг начал петь с оркестром совершенно случайно. По четвергам устраивалось нечто вроде любительского представления, что было довольно распространенным в те годы видом развлечения. Из-за этого оркестр заканчивал свое выступление пораньше, сокращая его на целое отделение. «Однажды мы уговорили Армстронга выйти на сцену, — говорит Маршалл, — и спеть. Он пел и подыгрывал себе на трубе. Публика пришла в восторг, и с тех пор каждый четверг требовала, чтобы Луи пел. Нечего и говорить, что с этого момента он ловит каждую возможность петь со сцены. Это был переломный момент в его музыкальной карьере. Не прошло и 5 лет, как публика, да и сам Армстронг стала воспринимать его не как замечательного джазового импровизатора, а как подыгрывающего себе на трубе певца. В 1924 году вторая жена Армстронга, пианистка Лил Хардин, уговорила Луи перейти на следующую ступень карьеры. Чета переехала в Нью-Йорк, где Луи стал выступать с оркестром Флетчера Хендерсона. Хендерсон вспоминает: «Примерно недели через 3 после прихода Армстронга в наш оркестр он попросил разрешения спеть сольный номер. Вначале я не очень-то понимал, как можно петь с таким голосом, но в конце концов дал согласие. Он был великолепен. Все оркестранты полюбили его пение, а публика так-то вообще сходила с ума». Oh, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Гарлем боготворит Армстронга. В своей книге «Жажда жить» Мэз Мезров рассказывает о том, как почитатели подражали всему, что делал Армстронг. Луи всегда держал в руке платок, потому что на сцене и на улице сильно потел. Это породило настоящую моду. В знак симпатии к нему все юнцы ходили с платком в руке. Луи имел обыкновение с добродушной непринужденностью складывать руки на животе. Вскоре молодежь тоже стала скрещивать руки на животе, нога чуть впереди, белый платок между пальцами. Луи всегда был аккуратно одет, и самые неряшливые начали заботиться об одежде. В сентябре 1945 года Луи в сопровождении биг-бенда записал пластинку с Blueberry Hill на одной стороне и часто исполняемой в те годы песни That Lucky Old Sun на другой. Пластинка, а точнее первая из записанных на ней песен, очень понравилась любителям музыки. Всего месяц спустя она заняла почетное 24 место среди 100
пользующихся наибольшим спросом записей. I found my thrill on Blueberry Hill. К концу 40-х общественные вкусы изменились. Танцевальные залы стали закрываться, у биг-бендов появилась большая конкуренция. Больше невозможно было финансировать гастрольную группу из 16 человек. Когда в мае 47-го Луи удачно выступил на джазовом концерте в Нью-Йорке в составе небольшой группы, было решено создать джазовый секстет Луи Армстронг и все его звезды. Большинству поклонников Армстронга нравилось прежде всего его пение и те остроумные реплики, которыми оно сопровождалось. Но серьезное ухудшение состояния здоровья все больше мешало ему петь. В апреле 1958 года два известных отоларинголога из Вирджинского университета, побывав на концерте Армстронга, заинтересовались его голосом и попросили разрешения его обследовать. В направленном лечащему врачу Армстронга заключении они указали на поражение голосовых связок лейкоплакии, молочно-белыми наростами, возникающими при воспалительных процессах на слизистой оболочке. При этом было высказано предположение, что пациент уже много лет страдает данным заболеванием, возможно, даже с детства. Но публике нравился хриплый голос Армстронга. Луи казался ей таким же милым и привлекательным, как любимый плюшевый медвежонок на буфете. But that lucky old sun has nothing to do. Все чаще грамм-пластинки Армстронга становились бестселлерами. Вслед за Blueberry Hill самой популярной записью стала песня «Mack the Knife» из музыкального спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта и Курта Вайля. А в феврале 1949 года Армстронг стал первым джазовым исполнителем, фото которого было помещено на обложку солидного журнала Time. Just so jackknife as Mac he did, and he keeps it. К 50-м годам Армстронг был иконой джазовой музыки. В 1958 году музыкант записал «Go Down Moses». Изначально песня джазом не была и перу Армстронга не принадлежала. Своими истоками она уходит в середину 19 века, когда афроамериканцы еще назывались неграми и работали на плантациях американского юга. В те времена почти вся культура чернокожих американцев концентрировалась внутри христианских церквей. Оформилась она, когда по доброй американской традиции совместные черно-белые мессы закончились и возникли церкви только для черных. В результате родился такой специфический музыкальный стиль, как госпел. Замешанный на церковных хоралах и африканских ритмах, госпел представлял собой песню религиозного характера, для чего использовались молитвы, псалмы и сюжеты из Библии. Понятно, что одним из самых близких библейских сюжетов была история Моисея, который освободил евреев от египетского рабства. Вот и текст песни практически пересказывает 8 главу Исхода, когда пророк Моисей потребовал у фараона отпустить его народ из плена, а фараон ему отказал. Затем тотчас последовали знаменитые египетские казни. Обычно песню запевал негритянский священник, а толпа ему подпевала. Подобное песнопение обычно сопровождалось ритмическими прихлопами и притопами, носило импровизационный характер и могло продолжаться довольно долго. Поэтому первоначальная версия песни была длиннее современной чуть ли не в 3 раза. Эта сцена из фильма 1941 года даст понять, что такое госпел на самом деле. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses.
Когда между промышленным севером и рабовладельческим югом кипела гражданская война, песню упоминают как гимн контрабандистов, что звучит странно, если не знать, что в то время контрабандистами в США называли беглых рабов и прочих южан, переходивших на сторону севера. В 1872 году акапельный негритянский коллектив опубликовал новую версию текста, близкую к современной, но все еще очень длинную. Первым урезал текст до знакомых нам размеров Пол Робсон, известный борец за права чернокожих, исповедующий левые взгляды. Он даже ездил выступать в СССР в 1934 году. Робсон говорил: «Мой народ в мечте о лучшем будущем создал сотни песен. Теперь я песнями буду бороться за то, что считаю святым делом своей жизни». Вокал Пола Робсона прозвали голосом Бога. Борис Полевой писал о Робсоне так: «Могучий голос необыкновенно широкого диапазона, удивительного звучания сочетается у него с незаурядным даром трагического актера. Его раскатистый бас настолько грозен, что действительно напоминает глаз Господень, вещающий через пророка». Go down, Moses, way down in Egypt's land. Уже в 30-е и 40-е годы песня была достаточно популярной, но настоящее всемирное признание песня обрела в 1958 году, когда ее аранжировал и исполнил Луи Армстронг. В его руках песня превратилась в настоящую классику джаза. Теперь эта песня неизменно ассоциируется именно с его хриплым голосом и знаменитым соло на трубе. Армстронг первым из черных музыкантов был чрезвычайно широко принят в белом обществе и получил практически полный доступ к привилегиям высшего класса. При этом он всегда старался оставаться добрым дядюшкой, который невинно развлекал и, как правило, избегал говорить о социальных проблемах. В результате другие черные американцы частенько называли его между собой чрезвычайно обидным для афроамериканца прозвищем «Дядя Том». Правда, великая джазовая певица Билли Холидей на это обычно говорила: «Конечно, он дядя Том, но он дядя Том от всего сердца». Армстронг и правда все всегда делал от всего сердца. К примеру, от всего сердца он отказался ехать на гастроли в Советский Союз по линии Госдепартамента США. Музыкант увидел по телевизору, как расисты не пускают черных детей в школу в Арканзасе, и в гневе заявил, что не может ехать за границу, потому что меня там спросят, что я думаю про расовые проблемы и что я им врать стану. Так в СССР его и не увидели. Хотя, скажем, в Праге, столице социалистической Чехословакии, в 1965 году он все-таки выступил. When it's sleepy time down south, yes, steamboats up the river coming to go in, ba-ba that day of represent, splashing the night away, by do-do-do-do-do's and says, hear those banjos ringing, and our folks are singing, and they dance till the break of day. В 1959 году Луи Армстронг перенес свой первый инфаркт. Однако великий джазмен не прекратил выступать на публике. А в 1963 году один из театров Бродвея решил поставить музыкальный спектакль «Привет, Долли». История одного из хитов началась, когда бродвейские продюсеры решили превратить пьесу сваха американского писателя Торнтона Уайлдера в мюзикл. Музыку написал композитор Джерри Херман на либретто Майкла Стюарта, и произведение стало называться более затейливо «Долли чертовски несносная женщина». Действие мюзикла развивается в Нью-Йорке где-то на рубеже 19-20 веков. Главная его героиня, Долли Галлахер-Левай, действительно весьма неординарная дама. После смерти любимого мужа она не пала духом и начала обустраивать личное счастье других. Стала профессиональной свахой. Но однажды Долли влюбилась в одного из клиентов и в итоге сама себе его сосватала.
Премьера мюзикла была запланирована на 16 января 1964 года. Где-то за месяц до этого менеджер Армстронга попросил певца сделать демозапись одной из песен, так сказать, для раскрутки постановки. К идее отнеслись без особого энтузиазма. Как бы то ни было, Луи песню записал, правда, с несколько измененным текстом. Дело в том, что в мюзикле песня исполняется, когда вдова приходит в ресторан, который в былые времена часто посещала с мужем. Разумеется, Долли прекрасно знает работников ресторана и приветствует их по именам. «Привет, Гарри! Привет, Луи!» Во втором куплете уже официанты и повара приветствуют героиню и убеждают ее, что она так же блистательна, как и в прошлые годы. Однако Армстронг исполнял песню один, поэтому все обращения адресовались только Долли. В результате выстрелили оба варианта. Сначала песня прозвучала на премьере мюзикла в исполнении актрисы Кэрол Ченнинг, игравшей Долли. Hello, Harry. Well, hello, Louie. It's so nice to be back home where I belong. Премьера имела большой успех, а тут еще под шумок вышел и сингл с версии Армстронга. Сингл быстро взлетел по ступеням американского хит-парада и в итоге сшиб с первого места британских интервентов Beatles с их Can't Buy Me Love. Композиция стала самой известной и коммерчески успешной записью Армстронга за всю его карьеру. 63-летний певец получил за нее аж 2 премии Грэмми за лучшую песню и лучший мужской вокал, а также титул самого старого исполнителя, записавшего хит номер 1. Take off, rap fellas, but then do an empty lap fella. Darling, never go my way again. Тем удивительней тот факт, что экранизация Hello Dolly 1969 года с треском провалилась. Не помогли ни участие Барбары Стрейзанд в главной роли, ни солидный бюджет, который отбился лишь наполовину. В 60-е годы Армстронг с успехом гастролировал по Европе, Африке и Азии. Музыкант даже получил неофициальное прозвище «посол джаза». А в 1967 году Луи записал одну из самых своих известных песен, которая была занесена в зал славы Грэмми почти 30 лет спустя. And I think to myself, what a wonderful world. Знаменитую балладу о том, как прекрасен этот мир, написали Боб Тиэл и Джордж Вайс. Сначала они предложили песню Тони Беннету, но тот отказался. А вот Армстронг согласился, причем вопреки воле Ларри Ньютона, главы компании ABC, с которой у певца был контракт. Ньютон считал, что баллада не соответствует стилистике Армстронга и требовал от него бодрых джазовых хитов в духе «Привет, Долли». Поэтому записывать песню начали ночью и закончили аж в 6 часов утра. Процесс затянулся, потому что все инструменты и вокал записывали сразу, без наложений. Сначала мешали доносящиеся гудки поезда, а потом неугомонный Ларри Ньютон. Он лично явился в студию, скандаля и требуя прекратить запись, пока его чуть ли не силой вытолкали за дверь. На этом глава ABC не успокоился. Когда в 1967 году сингл все-таки вышел, компания просто не стала его раскручивать. В результате в США продали не более 1000 пластинок. Ситуацию спас выпуск сингла в Британии, где он не только занял первое место, но и стал самой продаваемой записью 1968 года. В результате Армстронг побил свой же рекорд, выпустив хит номер 1 в возрасте 66 лет. Colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Что касается США,
то песня по-настоящему раскрутилась лишь в 80-м году, после того, как прозвучала в саундтреке фильма «Доброе утро, Вьетнам». Благодаря успеху фильма песню Армстронга переиздали, и она попала в американский топ-40. После событий 11 сентября, когда террористы атаковали нью-йоркские башни-близнецы, песня снова подверглась остракизму. Слишком радостную песню сочли неуместной, и она попала в список композиций, которые настоятельно не рекомендовали транслировать в американском радиоэфире. Тем не менее, для многих эта песня, напротив, стала своеобразным оптимистическим гимном, заявлением того, что в мире остается достаточно прекрасных вещей, невзирая на самые трагические обстоятельства. Луи ежедневно употреблял марихуану почти всю жизнь, а в 30-м году провел 9 дней в тюрьме после ареста за хранение наркотиков. Марихуану Армстронг считал в 1000 раз лучше виски. Но при этом Армстронг любил играть в бейсбол и основал в Новом Орлеане бейсбольную команду. Армстронг любил записывать все, что происходило с ним каждый день. В своих письмах и дневниках он описывал музыку, секс, еду, детские воспоминания, действие лекарственной марихуаны и даже работу его кишечника. У Луи было несколько прозвищ, к примеру, Сачмо, рот-рюкзак, так называли музыканта из-за его крупного рта, и Попс. Прозвище произошло из-за склонности Армстронга забывать имена людей и назвать их просто Попс, то есть старик или отец. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Армстронгу всю жизнь не везло с деньгами. Нет, он знал им цену, но распоряжался своими доходами абсолютно неграмотно. Вокруг него постоянно крутились попрошайки всех мастей, многочисленные друзья звали его в бары, но не торопились оплачивать счета. Поэтому неудивительно, что у Армстронга зачастую случались проблемы с менеджерами, которые начинали пользоваться своим положением и бессовестно его оббирать. Первым менеджером Луи был Джонни Коллинз, который использовал любую возможность, чтобы взять себе из гонорара Армстронга основную часть денег. При этом он даже не заботился о том, чтобы зафиксировать это документально. Музыкант был абсолютно беспомощен в бюрократии и никогда не проверял свои счета и гонорары. В 30-х годах у Армстронга возникли серьезные проблемы с мафией. По неопытности он заключил контракт на одновременное выступление в клубах, принадлежащих враждующим мафиозным кланам. В результате ему пришлось скрываться в Калифорнии. Джонни Коллинз бросает Армстронга, отказавшись от дальнейшего сотрудничества. При этом он забирает себе практически все деньги музыканта. В 1935 году окончательно разочарованный в людях джазмен не знает, что ему делать, но внезапно знакомится с Джо Глейзером, который за короткое время решает все его проблемы. Он становится новым менеджером джазмена. При этом он был достаточно близким с гангстером Аль Капоне и имел авторитет среди криминального мира. Он быстро расплатился со всеми долгами Армстронга, отпугнул от него бывших подруг и любовниц, грозивших ему исками, и навел порядок в счетах. Глейзер на долгие годы стал могущественным покровителем Армстронга. Как известно, джазмена многие не уважали. Кто-то за отказ от пропаганды равенства цветных, кто-то за излишнюю доверчивость. Многие не любили его за послушание, которое он высказывал белым господам, а Джо Глейзер искренне уважал музыканта. Возможно, в глубине души он понимал, что имеет дело с гением, с талантом, которого он никогда не достигнет, с человеком, не имеющим себе равных в плане исполнительства и мастерства. До самого конца жизни он оберегал Армстронга, и тот считал его своим другом. В 1969 году у Глейзера неожиданно случился сильный приступ. Армстронгу решили ничего не говорить, но по стечению обстоятельств Глейзера доставили в ту же больницу, куда незадолго до этого из-за проблем с сердцем увезли музыканта.
Луи требовал, чтобы ему позволили увидеться с другом. Просил отвезти к нему, хоть бы и на каталке. В конце концов, ему разрешили. Вышел он подавленный и потрясенный вне себя от горя. Его друг и покровитель даже не узнал своего подопечного. А 4 июля 1969 года Глейзер скончался, так и не придя в себя. Смерть человека, с которым Луи проработал долгие годы, оставила на нем тяжелый отпечаток и подкосила здоровье. Он пытался показать всем, что ничего не изменилось, но это было начало конца. The time in the world just for love. В это время музыкальная карьера Армстронга достигла апофеоза, но здоровье его быстро ухудшалось. Советский журналист Мелор Стуруа писал с последнего концерта Армстронга в 1971 году. Сэчмо был слаб, очень слаб. Служители помогали ему подниматься на сцену и спускаться, и лишь на сцене он не нуждался ни в чьей помощи. В тот вечер Армстронг не столько играл, сколько пел. В мехах легких уже не хватало воздуха. Он держал инструмент, как обессиленные рыцари держат меч. Опираются на него, а не фехтуют. Но голос Сэчма звучал по-прежнему. Неповторимый голос, напоминающий дребезжащую по булыжной мостовой железную бочку, из которой капает мед. Он пел всего себя. Пел тем самым мощным, многокрасочным, скульптурным сейсмическим вибрато, из которого, как из гоголевской шинели, вышли королевы блюзов Элла Фиджеральд и Билли Холидей. Во втором отделении Сэчма чаще прикладывался к трубе. Сэчма дул в трубу с таким ожесточением, словно познал, наконец, секрет, как можно обходиться без кислорода. Как можно жить, не вдыхая его, а лишь выдыхая с муками творчества сквозь могучий пакер, через прожорливую трубу в человеческие души, смех и слезы. Под занавес Армстронг спел свой хит, песенку «Hello, Dolly». И, глядя на его ставшую в огнях рампы еще более одинокой мешковатую фигуру, на опущенные плечи, на лицо, залитое потом, на растопыренные в прощальном жесте пальцы правой руки, весь зал неожиданно понял. Человек на сцене пел не «Hello, Dolly», а «Goodbye, Сэчмо». 6 июля 1971 года он мирно умер во сне. Ему было 69 лет. Darling,